Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам и поговорим о том, в каких местах не нужно хранить деньги у себя в доме для того, чтобы не отталкивать денежные потоки. Помните о том, что мы всегда должны создавать условия, мы всегда должны привлекать денежную энергию не только к себе, но и в свой дом, и в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, что был включен колокольчик, все уведомления. Также обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя каждый день. Здесь много полезной, важной и интересной информации мы выпускаем для вас. Поэтому смотрите, ставьте лайк обязательно и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый день мы с вами держим в руках деньги. И даже многие из нас не задумываются о том, что от нашего к ним отношения зависит, будут ли они в нашей жизни, в каком количестве и что принесут с собой. Ведь деньги – это особая энергия, которая приходит не ко всем людям, а только к тем, кто способен справиться с ней и научиться ней управлять. Если вы способны на это, и тогда у вас никогда не будет возникать финансовых проблем. А энергия посчитает, например, если у вас постоянно проблемы, что вы недостойны ее, и денег в таком случае вам, к сожалению, не видать. Но есть законы, по которым денежная энергия работает и существует. И если их знать, придерживаться, то с их помощью вы с каждым днем все больше и больше вы будете процветать. У вас будет все больше и больше появляться денег. И это, друзья, не сказки, это правда. Но не нужно забывать, что она вот возьмет вот так, придет и все. Вы должны понимать, что денежной энергией надо постоянно работать. Вы должны понимать, что она действительно вам нужна. Вы должны понимать, что действительно вы понимаете, для чего вам нужны деньги. Также денежная энергия не любит злых и жадных людей. Также те, кто при ее появлении в своей жизни, к сожалению, начинают зазнаваться, меняться и плохо относиться к окружающим, к своим родным, близким. Также не любит тех денежная энергия, кто хвастается или начинает заменять ней все вокруг себя, не замечая даже того, какие негативные изменения происходят вокруг. Кредиты и долги, помните о том, они также отталкивают из вашей жизни эту важную денежную энергию. Часто энергия денег испытывает человека перед тем, как прийти в его жизнь, или когда человек уже находится вот в этом состоянии, и начинаются какие-то испытания, проверки. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь с денежной энергией очень аккуратно и внимательно, соблюдая все правила. Поэтому очень важно также правильно хранить ваши деньги, накопления, потому что деньги любят комфорт. И если это делать неправильно, они также будут уходить от вас. Но если вы будете делать это правильно, и вам все будет нравиться, они наоборот будут приумножаться. Поэтому лучше не храните никогда деньги в пустых стеклянных банках или в банках с крупами, так как пустая банка, она притягивает негатив, и пометив туда деньги, вы будете окружать их негативов. А банка с крупами, которыми вы не будете пользоваться, будет иметь застоявшуюся энергию. Охранив деньги среди застоявшейся энергии, вы просто сами своими руками перекрываете потоки денежной энергии в вашу жизнь. Также никогда не храните деньги в коридоре, в шкафу, который стоит напротив входной двери или в мебели, которая отражается в зеркале.
потому что при таком хранении они не будут ощущать к себе уважение и будут регулярно уходить от вас, притягивать к вам негатив, при этом с разными проблемами. Поэтому помните о том, что если вы будете хранить деньги под матрасом, они, находясь в месте, где люди спят, будут тоже спать, так как энергия денег, она перестает обновляться, а со временем и вообще приходить в жизнь человека. Также, если человек плохо спит, ему снятся кошмары, это также будет мешать поступлению и обновлению денежных энергий. Поэтому это также не самое подходящее место для хранения денег. Но это не касается ритуалов или обрядов, в которые деньги должны находиться определенный период возле вашего спального места. Обращаем на это ваше внимание. В вещах, деньгах также не место, потому что вещи пропитываются энергетикой мест, в которых вы находились в этих вещах, и, соответственно, они впитывают эмоции, которые вы ощущали за день. Поэтому, если деньги будут соприкасаться с вещью, которая пропитана негативом, к сожалению, это ничего хорошего вам не принесет, кроме того, что деньги начнут притягивать негатив, и вы их просто либо потеряете, либо у вас их еще хуже украдут. Также деньги не должны храниться в местах, где они будут мяться или их нужно скрутить. Помните о том, что деньги должны быть всегда ровненькие, сложены по старшинству. Даже уголочки не должны быть загнуты. Ведь это все показывает энергии денег, как вы к ним относитесь. Уважаете, и от этого, в каком состоянии они находятся, зависит и энергия, будет ли она приходить в вашу жизнь или нет. Помните о том, что в вашей обуви или вообще в обуви деньгам также не место для денег. Особенно, когда старая обувь, которая не носится, будет также притягивать негатив, окружая негативом день изо дня. Вы тем самым показываете, что не нуждаетесь в деньгах. А если эта коробка еще и со старой обувью, то они после такого очень быстро будут уходить из вашей жизни. Ведь этим вы также показываете им, что способны без них обходиться и что не нуждаетесь в их присутствии, так как старой обуви, которой вы не пользуетесь вообще, не место в вашем доме. Она только разрушает положительную энергетику вашего жилья, а вы вместо того, чтобы выкинуть ее, еще и подлаживаете к ней деньги. Также деньги, которые вы используете для того, чтобы привлекать деньги и увеличивать накопления, должны быть расположены удобно. От того, в каком состоянии они находятся, зависит то, как эта энергия будет располагаться в вашей жизни. Поэтому перед тем, как разместить их в каком-то определенном месте, продумайте все варианты и посмотрите, удобно ли им и просторно там. Если вас при этом начинает что-то смущать, то перенесите сразу их в другое место. Это они дают вам таким образом посыл, что это место им не подходит. Пожалуйста, научитесь прислушиваться к деньгам, и они обязательно поселятся в вашей жизни. И энергия денег, она способна притягивать положительные энергетики, к сожалению, и отрицательные. Знаете, как могут деньги появляться ни с того ни с сего, при этом разными способами, так и уходить. Как правило, они уходят через какие-то финансовые проблемы, какие-то неурядицы, которые нужно решать с помощью денег. Поэтому все, что касается вот именно этой денежной энергии, пожалуйста, будьте внимательны, изучайте, соблюдайте, для того, чтобы потом просто не жалеть, что вы что-то сделали не так и не понимаете, что. Помните, что денежная энергия, как только у вас получилось ее принимать, нею управлять, и кроме того, если вы не будете жадный, завистливый, вы не будете сидеть на деньгах, то есть думать, мне надо еще немножко подзаработать, тогда в вашей жизни действительно будут приходить деньги. Не зацикливайтесь на том, что вы должны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работать. Если вы работаете столько,
вы никогда не заработаете денег, потому что вы работаете, к сожалению, как раб изо дня в день. Научитесь работать меньше, но зарабатывать больше. Посмотрите, пожалуйста, на топ-менеджеров, самое простое, банков. Они стараются управлять, да, они должны иметь, да, у них свои есть обязанности, есть ответственность своя, но они зарабатывают намного больше, чем, например, тот же кассир в банке, или экономист, или операционист. Вы не задумывались, вот подумайте над этим, почему топ-менеджер, который сидит в своем кабинете, который всегда говорит по телефону и так далее, он зарабатывает в разы больше, чем простой кассир, который считает деньги, которые, не дай бог, будут недостачей или их больше. Продумайте над этим, и это также, возможно, для вас придет мысль к тому, как нужно правильно управлять деньгами. Запомните, чем больше вы работаете на 3, на 5 работах, бегаете из одной пункта работы в другой, учтите, вы никогда не сможете заработать больших денег. Как только вы измените отношение к себе, к деньгам, к своей работе, к семье, у вас начнет все меняться. Подумайте об этом.